Скажи мне хоть что-нибудь про эту женщину. Можешь? Да, могу. У нее потрясающие ноги. Таких шикарных ног в жизни не видел. Да, и пахло от нее... как? Ну, здорово. Так, это уже кое-что. Только не говори мне, что ты ничего не слышал, потому что он слышал. А ты не говори мне, что ты ничего не видел, потому что он видел. И вот вы вдвоем вместе и видели, и слышали все. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Ничего не вижу, ничего не слышу» 1989 года, «See no evil, hear no evil», дословно «Не вижу зла, не слышу зла», комедия режиссера Артура Хиллера с Ричардом Прайером и Джином Уайлдером в главных ролях. Название картины отсылает к буддийскому символу «три обезьяны». Легенда стендапа Ричард Прайер и лауреат премии Эмми Джин Уайлдер в третий раз объединяются в зажигательном дуэте на съемках криминальной комедии «Положений» «Ничего не вижу, ничего не слышу» 1989 года. Легкая комедия о двух приятелях, слепом и глухом, Прайер и Уайлдер, которых ошибочно подозревают в убийстве, и чтобы снять с себя подозрения, им приходится объединиться и работать в паре. Прекрасный дуэт двух выдающихся комиков Джина Уайлдера и Ричарда Прайера. О, инспектор Бракет. Капитан Бракет, вы мудак. Ах ты, сукин сын. Нет, капитан, нет. Ну, ты мчался по пляж. Я должен их пристрелить. Я знаю закон, я имею право их застрелить. Нет, не имеете права. Как ты не имеешь права? Мы поймали настоящих убийц. Мы за ними столько мотались, столько неприятностей, наконец нагнали, что теперь даже их застрелить не могу. Нет, не можете. Но я хочу их застрелить. Фильм «Ничего не вижу, ничего не слышу». Актеры и роли. Ричард Прайер, Уолли, слепой. Джин Уайлдер, Дэйв, глухой. Джоан Северанс, Ив, помощница Кирга. Кевин Спейси, Кирга, киллер. Алан Норт, Брэддок, полицейский. Энтони Зерф, Сазерленд, наниматель Кирга и Ив. Луис Гьямбальба, Гатлин, полицейский. Керстен Чайлдс, Адель, сестра Уолли. Имеем право на последнее желание. Ну и что бы вам хотелось? Чешите мне, пожалуйста, нос. Вы очень порочная женщина. Спасибо. Мистер Кару, а вам бы что хотелось? Насколько я понимаю, насчет трахнуться не может быть и речи. Боюсь, что да. Одна из первых главных ролей Кевина Спейси в фильме «Ничего не вижу, ничего не слышу» 1989 года. Готовясь к роли глухого Дэйва в «Ничего не вижу, ничего не слышу», Джин Уайлдер посещал в Нью-Йорке специальную ассоциацию людей с трудностями со слухом, где и познакомился с логопедом Карен Уэбб, которая впоследствии стала его четвертой женой. Фильм «Ничего не вижу, ничего не слышу» 1989 года вновь свел Джина Уайлдера и Ричарда Прайера с режиссером «Серебряной полосы» 1976 года Артуром Хиллером, где они впервые встретились. Готовясь к роли слепого Уолли в «Ничего не вижу, ничего не слышу», Ричард Прайер ездил в институт Брайля в Лос-Анджелесе, где ему показали, как достоверно играть слепого с тросточкой, и где он внимательно наблюдал за слепыми. Ну как у меня получается? Да не смотри на меня, смотри на дорогу. А мне все равно куда смотреть. Но если тебе больше нравится, могу смотреть на дорогу. Правее! Джин Уайлдер дважды отказывался сниматься в фильме «Ничего не вижу, ничего не слышу» из-за опасений, что фильм получится насмешкой над людьми с ограниченными возможностями. И все же боссы кинокомпании TriStar Pictures уговорили его переписать сценарий с его участием и с участием Ричарда Прайера. Впоследствии Джин Уайлдер начал получать от людей с ограниченными возможностями письма о том, как здорово будет, что снимут фильм, где они будут главными героями, а не второстепенными персонажами. Кевин Спейси и Джоан Северанс снимались в этом фильме из-за их совместной работы в телесериале «Умник» 1987 года. Название фильма «Ничего не вижу, ничего не слышу» было заимствовано из пословицы «Три мудрых обезьяны», которая гласит «не видеть зла, не слышать зла, не говорить зла». Из двух главных героев один глухой, а другой слепой, а третий ведущий персонаж должен был быть немым. Смотри в объектив, в камеру смотри. Вот так лучше. Не шевелиться. Тебе нужно было советовать. Это дерьмо, а? Говно. Она говорит, что говно или давно? Нет, говорит говно. Говно. Я и думаю, с чего бы она стала говорить давно? Мне слышалось, как будто давно. Фильм «Ничего не вижу, ничего не слышу». Сюжет. Слепой Уолли, Ричард Прайер, и глухой Дэйв, Джин Уайлдер, познакомились, когда Уолли пришел устраиваться на работу в сувенирную лавку Дэйва, и стали друзьями.
Парочке приятелей-простофилей предстоит столкнуться с беспощадным тандемом преступников-убийц Кирга, Кевин Спейси и Ив, Джоан Северанс. В маленьком нью-йоркском магазине был застрелен мужчина. У преступления нашлось сразу два свидетеля, один из которых частично видел то, что произошло, а другой немного слышал. Глухой Дэйв и слепой Уолли кристально честны перед законом, но из-за своих невразумительных показаний становятся главными подозреваемыми. Уолли и Дэйв начинают собственное расследование, прочитав по губам Ив во время телефонного разговора, что она работает на некого Сазерленда, Энтони Зерб. На полицейской машине они выслеживают Ив. Проникнув в номер отеля, Дэйв возвращает себе похищенную у Уолли монету, которую ему подбросила жертва перед смертью. Пара ускользает и от преследующих их полиции. Они обращаются за помощью к сестре Уолли Адель, Керстен Чайлдс, и ее захватывают заложники-преступники. Уолли и Дэйв пробираются в усадьбу мистера Сазерленда и пытаются освободить Адель. Она сбегает, но Уолли и Дэйв остаются в плену. Оказывается, что монета на самом деле образец революционного высокотемпературного сверхпроводника, который приспешники Сазерленда собираются вывести из страны. Однако мистер Сазерленд тоже слепой, друзья догадываются об этом, и им удается спастись, стравив своих врагов. В финале друзья задерживают Ив и сдают преступников подоспевшей полиции. А ну катись сюда. Быстро, быстро, медленно, медленно. Давай, давай. Не сейчас, Оля, я занят. Давай. Иди, иди. Ох ты, дерьмак паршивый. Посмотри, назад, повернись. Ценителям оригинальных, остроумных и жизнеутверждающих комедий рекомендую обязательно посмотреть классику жанра «Ничего не вижу, ничего не слышу» 1989 года, являющегося лучшим средством от плохого настроения. Не верите? Попробуйте. Комедия «Ничего не вижу, ничего не слышу» — это одна из самых славных страниц американской комедийной школы 80-х. Замечательный фильм, который не высмеивает никого, а просто говорит о том, что неполноценных людей не бывает, и к любому своему недостатку, сколь тяжел бы он ни был, нужно относиться по возможности с юмором, иначе получишь стресс и депрессию. О, Господи, я слышал что-то, я что-то слышал. Я слышал твой голос. Ты слышал меня, да, Уолли? Я слышал твой голос. Значит, ты меня слышишь, Дэйв, что? Значит, ты меня слышишь? Нет. Нет, Потс. Я глухой. Дошло до тебя или нет? Я глухой. «Ничего не вижу, ничего не слышу» — невероятно смешной фильм, в который чем дольше смотришь, тем абсурднее становятся ситуации, которые происходят с главными героями Ричарда Прайера и Джина Уайдера. Не говори мне, что ты ничего не слышал, а ты, что ничего не видел, потому что вдвоем вы все видели и слышали. Вот оптимизм и вера в себя в чистом виде. После просмотра фильма «Ничего не вижу, ничего не слышу» поневоле задумаешься, неужели же ты такой нормальный и самодостаточный не сможешь сделать того, что сделали эти недотепы? Верить лучше после этого фильма хочется вдвойне, а душу переполняет такая задорная энергия, что кажется, вот прямо в жизни чего угодно добьешься, если не будешь постоянно твердить «ничего не вижу, ничего не слышу». Ты очень хороший мужик, ты знаешь, да, но все-таки я хочу вот кое-что тебе сделать. Нет, Дэйв, ну не надо, пожалуйста, послушай меня. Я к тебе отношусь с такой любовью. Спасибо. Ну скажи, как это, каково чувствовать себя убогим? А я не чувствую себя убогим. У меня есть ты рядом.